И это был огромный кайф их убивать. В моих глазах написано «помогите». Упиваюсь знаниями. Господи, это так стрёмно. Всем привет. Привет, я Люда, мне 23, я специалист в компании Blackkeever Games. SEO-специалист – это специалист, который занимается оптимизацией страниц магазинов приложений, таких как Google Play или App Store. И сейчас еще активно развивается App-галерея для Huawei. Основная задача SEO-специалиста – это оптимизация поисковой конверсии и повышение поисковой видимости. То есть, если кратко, SEO-специалист делает так, чтобы наше приложение скачали как можно больше людей. Я прошла в SEO из SEO. Я была SEO-специалистом. Это примерно похожее направление маркетинга, только SEO – это комплекс внутренней и внешней оптимизации сайта. Задача SEO-специалиста – поднять сайт в поисковой выдаче, в поисковых системах, таких как Google или Яндекс. Вот SEO примерно похоже по алгоритмам направлений. Задача SEO-специалиста – поднять приложение, страницу приложения в поиске магазина либо в Google Play, либо в App Store. Это очень интересное направление. Исследование графических элементов в SEO похоже на исследование семантики в SEO. Точно так же, как в SEO для нас семантика отвечает на главный вопрос вообще, что релевантно нашему сайту, какое слово релевантно нашему сайту, так и в SEO графические элементы могут ответить нам на вопрос, что же релевантно нашему приложению. Например, это иконка. Когда мы смотрим на иконку какого-либо приложения, либо какой-то игры, мы должны сразу уловить, какой жанр этой игры, какой основной персонаж, чем в принципе нам заниматься в этой игре, либо какое-то приложение, его цель, его смысл в принципе. Господи, это так стрёмно. Для того, чтобы выучиться на SEOшника, не нужно идти в университеты или колледжи, достаточно зайти на несколько площадок, таких как SEOdesk, таких как AppGrowlab, таких как Dev2Dev, там, кстати, очень понятный бесплатный курс. Также это различные чатики в Телеграме, SEO-приветы, Rada SEO, SEO-Stack, блоги сервисов AppFollow, StoryMaven, SEO-Stack, опять же, Splitmetrics. Сейчас App Store и Google Play насчитывают более 5 миллионов приложений и игр, и не всегда эти игры или приложения мы можем с вами увидеть в нашей выдаче, потому что стандартно Google Play, например, показывает 50 приложений. Точно? Наверное. Если я совру, меня убьют. Нельзя так говорить. Перенасыщается новыми приложениями. По мере того, как конкурентная среда становится более насыщенной, разработчики понимают, что только ключевых слов в метаданных недостаточно для продвижения. И именно те команды и компании, которые осознают, что повышение конверсии и увеличение поисковой видимости зависит не только от ключевых слов, но также от среднего рейтинга оценок или отзывов, от превышения порогового числа сбоев или ошибок ANR, либо от просмотров видео. Зависит, в принципе, все продвижение приложений и игр. Что входит в мои задачи? В мои задачи входит разработка SEO-стратегии, в мои задачи входит управление проектами, аналитика органического трафика, в мои задачи входит разработка концепции текстовых метаданных, разработка технических заданий для дизайнера на скриншоты, видео, баннеры, иконки. В мои задачи входит, соответственно, отчетность по органическому трафику, в мои задачи входит оценка качества органического трафика, локализации, а также в мои задачи входит локализация страниц приложений на другие языки. В мои задачи входит также разработка и тестирование метаданных на АБ-тестах. Сделай как Анжонкин, пожалуйста. В мои задачи входит... Привет! Высокие башни, это так стрёмно. Из основных я использую AppFollow. Это такой универсальный сервис, который позволяет мониторить наше приложение, мониторить конкурентов,
мониторить наше приложение, мониторить органический трафик, количество ключевых слов, мониторить индекс производительности магазина, мониторить отзывы, следить за рейтингом, позволяет следить за тем, где зафичерили наше приложение. Также это большой пул разрешений для браузера. Это, например, App Store Spy, он позволяет смотреть, в какой категории находится конкурент, в какой он продвигается категории, позволяет смотреть количество установок. Также это разрешение от Store Maven, он позволяет мне вытаскивать баннера, которые дефолтно не отображаются на страницах приложений. Также это Cloud Natural Language от Google, который позволяет анализировать текстовые метаданные по эмоциональности, смотреть, какие фразы негативно воспринимаются, какие фразы воспринимаются позитивно. Также это Sensor Tower, тоже универсальный инструмент, который я использую для анализа конкурентов. Он позволяет увидеть, в каких странах популярно приложение, какие рекламные креативы используют. На самом деле основной трудностью это является общение с командой и попытка каким-то образом наладить коммуникацию между отделами, потому что соцспециалист, он работает не только с маркетологами, а соцспециалист работает и с дизайнерами, и с разработчиками, и с командой поддержки. Это очень важно ответить коллегам на вопрос, а почему вообще я слежу за отзывами, почему я говорю, что нужно отвечать этому пользователю, почему я слежу за средним рейтингом. Или ответить разработчикам, почему я слежу за обновлениями, почему нельзя резко менять, например, категорию нашего приложения в сторе. Или ответить художникам, почему именно эта иконка намного лучше подходит, чем любая другая, которая нравится именно художникам, а не пользователям. И ответить на эти вопросы мы можем только после тестирования. И в основном я справляюсь с этими трудностями, говоря словами через рот. Отвечая на вопрос «почему?», почему я этим занимаюсь, почему для меня это важно. Вообще, геймдев для меня это осуществление какой-то детской мечты, что ты работаешь с командой очень творческих людей, что ты причастен к разработке продукта, в который будут играть люди со всей планеты. Это очень круто. Первая ошибка – это не изучать нишу, в которой мы хотим продвигаться. Всегда нужно понимать, насколько развита категория в магазине приложений, сколько приложений аналогично нашему в ней находится и как трудно будет нам продвинуться в нем. Вторая ошибка, она вытекает из первой, это не изучать конкурентов. Всегда нужно следить за тем, что конкуренты используют в своих метаданных. Возможно, это какая-то подсказка в текстовых метаданных. Возможно, это какой-то эпизод в видео, который раскрывает особенности магазина, игры. Третья ошибка – это игнорировать поисковые подсказки. При сборе семантического ядра, если мы видим, что какой-то запрос дает нам подсказку, нужно смело ее добавлять, так как это наталкивает нас на мысль, что по данному запросу есть какой-то органический трафик. Пускать его не стоит. Еще одна ошибка для начинающих специалистов – это не заниматься развитием своего продукта. Это как раз тот вопрос, когда мы обсуждаем развитие продукта в команде с разработчиками, с командой поддержки, с маркетологами, с аналитиками. Никакой АСО вам не поможет, если ваш продукт не качественный и не полезен пользователю. Никакой магазин приложений не будет поднимать его в топах, ваш рейтинг не будет расти, количество негативных отзывов будет расти, а соответственно никаких загрузок и прибыли вы не получите. Не менять креативы. У нас есть 3-5 секунд для того, чтобы завлечь пользователя. И очень важно, чтобы наши креативы, а именно скриншоты и видео, были как можно более цепляющие, как можно более интересные, раскрывающие все функции нашего приложения, либо механики в нашей игре. Следующая ошибка новичков – это не проводить АБ-тесты. Изменение какого-либо элемента в текстовых или визуальных метаданных должно проводиться только после тестирования. Иначе мы рискуем потерять конверсию.
Также популярная ошибка новичков – это ожидание быстрого результата. АСО, как и SEO, это долгосрочный процесс, который подразумевает под собой постепенное увеличение поисковой видимости. Необходимо постоянно анализировать конкурентов, анализировать рынок, необходимо постоянно мониторить наши позиции по ключевым словам. Еще одна ошибка – это не использовать дополнительные локализации в App Store. В каждой стране есть основная и дополнительная локализация. Например, США. В США это основная США, а дополнительная это Мексика. Что это значит? Это значит, что в США мы можем ранжироваться как на запросом на английском, американском, так и на испанском в Мексике. Дополнительные локализации дадут нам порядка сотни новых запросов в наше семантическое ядро. Потом нам купили. Я играю в игры с детства. У нас был Дэнди, и мы с братом частенько играли в танчики или в Марио, в Battletoads. Когда я подросла, у нас в доме появился ноутбук, брат ушел в армию, попал в спецназ, и мне очень нравилось подражать ему, забиралась на высокие башни и стреляла в старушек. Также мне нравился Майнкрафт, я сидела в нем с 13 до 14 года, я играла со всеми модами, не хейтите меня, пожалуйста. Мне очень нравилось находить скелетов и убивать их. Я выходила ночами, я ходила по пещерам, искала скелетов, и это был огромный кайф их убивать. Игры для меня – это способ открыть какие-то новые грани в себе. Например, Pokemon Go. Оказывается, я исследователь, и мне очень нравится коллекционировать покемонов, мне нравится их развивать, нравится их эволюционировать. И, в принципе, эта грань отражается на всей моей жизни, потому что мне всегда что-то интересно, мне интересно исследовать, узнавать. Также это касается и знаний, и навыков. И если мне интересна какая-то область, я в запой поглощаю, в запой, упиваю знаниями. Также в детстве я играла в Sims, и мне очень нравилось строить дома. Зачастую вся моя игра в Sims сводилась к тому, что я несколько дней строила свой идеальный дом, а когда дело доходило до создания персонажа, мне становилось неинтересно, и я выключала эту игру. Мой день в офисе условно делится на 2 периода, то есть до обеда и после обеда. До обеда я открываю все свои материалы, все свои чатики, мониторю новости. Если есть что-то интересное, я обязательно добавляю это в работу. Также с утра я мониторю все задачи, которые были поставлены копирайтеру или дизайнеру, проверяю их и отдаю дальше в работу. После обеда я занимаюсь аналитикой наших проектов, также анализом конкурентов, поиском каких-то новых идей, которые мы можем добавить в наши метаданные. И все. Мое жизненное кредо – это моя жизнь, только моя. Что это значит? Для меня очень важно, что любой выбор, который я совершаю, соответствует только мне и влияет только на мою жизнь, ни на чью другую, и все. В моих глазах написано «помогите». Это мое первое интервью, поэтому скиньтесь мне на психотерапевта. Пожалуйста.